Всех приветствую на канале. В данном видеоуроке с вами будем вязать маленькую сумочку, которая очень модна в нынешнем сезоне. Для работы нам понадобится рафия. У меня это рафия Wool Sea. Цвет называется колокольчик. В одном мотке 90 метров. То есть одного моточка для нашей сумочки вполне достаточно. Так, пришивная кнопочка. Крючок номер 3,5 и вот такой вот ремешок я покупала на Валберес. Такой ремешок, видите, он тоненький, да, тут ширина 1 сантиметр, длина 120 метров. Видите, карабинчики такие совсем маленькие, вот именно для таких маленьких сумочек. Но вы, в принципе, можете использовать цепочку, комби-ремень, что угодно. Итак, приступаем. Вязать будем очень популярным узором. Ну, узор не сказать, что популярный. В сети интернет его совсем немного. Я такой узор показывала год назад, как вязать таким узором, да. Данным узором связана популярная сумочка от фирмы Loewe. У меня эта сумочка, как вязать такую сумочку, тоже есть подробный мастер-класс на канале. А в данном видеоуроке мы с вами вяжем вот такую малышку. Итак, приступаем. Итак, вы, в принципе, можете связать сумочку любого размера. Я вам просто расскажу, что необходимо знать для этого узора. Покажу принцип, по которому мы будем вязать сумочку. А вы не обязательно вяжете ее такого размера. Вы можете связать небольшую кроссбоди. То есть по такому принципу свяжете любую сумочку. Итак, самое главное, нам необходимо набрать нечетное количество петель. В данном случае я набираю их 15 плюс 1 петля подъема. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Плюс 1 петля подъема. То есть количество петель обязательно должно быть нечетным, чтобы красиво сформировался наш узор. Далее первый ряд просто за перемычки. Первую мы пропускаем, просто за перемычки мы провязываем столбики без накида. У нас их должно получиться 15. Вот так вот развернули вязание и за перемычки вяжем 15 столбиков без накида. Так, что касаемо рафии. Рафии вы перед началом работы можете отпарить. Да, но я этого не делаю, потому что с лицевой стороны вязать узор нам можно ее будет просто расправлять, а с изнаночной стороны в этом просто нет такой необходимости. Поэтому я просто использую рафию с мотка, я ее не отпаривала. Но когда вы свяжете готовые детали изделия, да, ну, перед тем, как сшивать изделие, перед тем, как боковинку пришивать, то, конечно, детали лучше отпарить. Потому что рафия такой материал, а причем при вязании этого узора иногда бывает, что полотно косит. Но пар у нас все исправит. Так, по лицевой стороне мы провязываем вот эти наши 15 столбиков без накида. Сейчас покажу, как вяжем изнаночную сторону. Довязываем столбики без накида. Все, провязали 15, первый лицевой ряд. Вот такой лицевой ряд у нас получился. Смотрите, разворачиваем наше вязание на изнаночную сторону. Так, и здесь с первой петли, а далее будем со второй. Во всех остальных изнаночных рядах соединительными петлями раз за переднюю полупетлю мы идем в начало ряда. Ну, потому что узор
такой, который вяжется только с лицевой стороны. Поэтому за переднюю полупетлю соединительными петельками мы идем в начало ряда. Первый, второй ряд, они у нас такие установочные. Сам узор начнем вязать уже с третьего ряда, поэтому здесь вы посмотрели, как это делается. Здесь еще, ну, как бы сам узор мы не вяжем, скажем так. А уже начиная с третьего ряда я вам буду говорить все нюансы по вязанию данного узора. Так, все, провязали соединительными петельками в начало ряда. И еще для того, чтобы у нас с вами были красивые края, потому что мы будем делать потом обвязку для того, чтобы нашу сумочку соединять, последнюю петельку, далее она будет хорошо вырисовываться, как ее провязывать. Последнюю петельку, вот изнаночный ряд, мы последнюю петельку провязываем столбик без накида. Вы сами потом увидите, какие красивые образовываются петли, что удобно для дальнейшей обвязки сумочки. Петлю подъема не делаем, разворачиваем вязание. Нить у нас уже сзади. Смотрите, как мы вяжем с вами петельки. Одна петля у нас длинная, ну, то есть мы чередуем, да, она идет в самое основание. Вот, видите? В самое основание первого ряда вытягиваем длинную петлю, вытянули, провязали. Следующая петля у нас короткая, вот как мы ее провязываем. То есть сверху вот это вот все, вот этот второй изнаночный ряд. То есть мы как бы под косичку, но так как мы провязывали еще ряд соединительными петлями, то есть у нас вот такой вот длинная эта косичка получается, да. И чередуем в основании самого первого ряда длинная петля, провязали, и петля короткая под косичку, но над косичкой еще ряд из соединительных петель. Длинная петля. Старайтесь, чтобы ваши длинные петельки, они были более-менее одинаковыми. Ну, не более-менее, чтобы они были одинаковыми. Тогда, ну, как бы удобнее, сумочка будет красивее смотреться. Так, и таким образом чередуем длинную петлю с короткой. Длинная петелька, короткая петелька и последняя длинная. Так как мы начинали с длинной и количество петель у нас нечетное, то в любом случае, раз мы начинали с длинной, мы заканчиваем длинной. И в конце ряда, как и в изнаночных, так и в лицевых рядах. Смотрите, как мы в лицевых рядах это провязываем. То есть мы ищем, вот у нас длинная петелька, мы ищем под всеми перемычками вот такую косичку. Вот, нашли ее. Смотрите, тут все перемычки нам мешают, да, и провязываем столбик без накида. Не забываем, что мы так делаем в конце для более удобной обвязки рядов. Итак, переходим на изнанку. Петлю подъема не делаем. Смотрите, во вторую полупетлю, первую пропускаем, вторую полупетлю мы соединительными петельками за полупетлю идем снова в начало ряда. Сейчас я вам покажу. И обязательно в конце ряда мы тоже провяжем столбик без накида, опять же для удобной обвязки.
провязали. Смотрите, в конце ряда мы опять же вот этим петельки приподнимаем, чтобы найти вот эту вот косичку. Видите, она прямо на углу, именно косичка. Мы провязываем столбик без накида. И у нас вот в уголках появляются вот такие прекрасные петельки, за которые потом удобно делать обвязку. Петлю подъема мы не делаем, разворачиваем вязание на лицевую сторону. В прошлом ряду мы вязали длинную петлю, начинали вязать ряда, значит в этом ряду мы начинаем вязание с короткой петли. Вот эта петелька последняя вас не должна смущать. Мы заходим вот так вот под косичку, над которой еще ряд полустолбиков, и провязываем столбик без накида. А там, где была короткая петля, опять же идем в основание и вывязываем длинную петлю как бы поверху короткой. Возле длинной петли мы провязываем короткую, а там, где была короткая, в основание идем и поверху провязываем длинную. То есть у нас получается такое двойное плотное полотно. И чередуем. Раз мы ряд начинали с короткой петли, то, понятно, закончить его мы должны опять же короткой петлей, так как количество петель у нас нечетное. В конце ряда мы опять провяжем в уголочке столбик без накида. Сейчас я вам это покажу. Старайтесь вытягивать ваши петли, чтобы они были одного размера, длинные. Вот так вот красиво вытянули, провязали. Где была длинная петля, провязываем короткую. Где была короткая, мы из нее делаем длинную. Все, в конце мы провязываем короткую петельку и сбоку с вами провязываем столбик без накида под косичку. Видите, вот сбоку косичка. Все, вот как у нас красиво выглядит боковая сторона. Далее идем на изнанку, нить впереди, первую петлю пропускаем, никакой петли подъема не делаем, соединительными столбиками мы двигаемся снова в начало нового ряда. Не забываем, что в конце мы опять же делаем сбоку столбик без накида. Сейчас еще раз покажу. Все, далее все идет по узору, то есть там невозможно ошибиться. Сейчас еще раз вам покажу. Сумочка вяжется на одном дыхании быстро, так как это маленькая сумочка. Но напомню, что вы можете связать таким узором, пожалуйста, большую сумочку кроссбоди. Теперь в конце ряда вот эти все петельки отодвигаем, чтобы у нас появилась сбоку косичка. Вот видите, у нас косичка есть. Все отодвинули. Так. Вот сбоку у нас получается такая косичка, да, мы провязываем столбик без накида. Все. Далее смотрим, что в предыдущем ряду мы начинали вязать с коротких петелек, значит сейчас поверх этой короткой мы провязываем длинную. Ряд начинаем с длинной, понятно, и заканчиваем с длинной. Далее, там, где была длинная петля, мы провязываем короткую. Там, где была короткая петля, мы провязываем длинную. Всё. Сейчас вы вяжете все по аналогу. Я вам подробно показала, как это сделать. А я вам уже покажу, когда свяжу необходимую длину. Это у меня будет передняя панель сумочки. Это у меня будет передняя деталь сумочки. Вот. И покажу, как красиво обвязать и что мы будем делать далее. Вяжите самостоятельно. Так, когда вы связали 5 рядов, смотрите, как больших рядов, то есть
Мы по краям считаем, вот эти, мы начинали с длинных петель, да, у нас раз, два, три, четыре, пять. По краю связанных полностью длинных 5 петель. Вот, это у нас передняя часть сумочки. И, ну, иначе я могу сказать просто сантиметром. Хорошо, сейчас померяем, сколько у нас сантиметров получается эта деталь. Ну вот, 7,5 сантиметров. Ширина у нас получается без обвязки 10 сантиметров. Вот когда вы связали такой размер, мы сразу переходим к обвязке. Мы связали последний вот сбоку столбик без накида, длинную петельку связали, последний столбик. Все, теперь начинаем сразу обвязку, вводим крючок и провязываем столбики без накида. Причем вводим крючок вот так вот глубоко, не под 2 косички. Я ввожу глубоко, чтобы красивее смотрелась обвязка. Вы сами смотрите. То есть получается у нас на одну длинную петлю мы провязываем 2 столбика. Здесь как раз вот видите, на одну длинную мы, благодаря тому, что мы вязали такие красивые боковинки, у нас видно, где провязывать, где делать обвязку. Вот таким образом. Мы идем и полностью обвязываем эту деталь. На углах я никаких дополнительных петелек не делаю. Я сразу перехожу на другую сторону. А по нашей длинной стороне, да, сейчас вот покажу, мы сразу сейчас хвостик можем вязать. Так, здесь у нас длинная петля, надо 2 провязать. Сейчас мы их красиво провяжем. 2 столбика, раз, и второй столбик, он у нас такой. Ну вот второй наш столбик. Все, вы потом, когда свяжете деталь, все обязательно надо будет пройтись паром, чтобы она приняла нужную форму. Хотя у меня она получилась ровной. Здесь хорошо видно, как провязывать. Никаких в углах петелек мы не провязываем, просто под косичку идем сразу на следующую сторону. То есть по каждой стороне, по этой стороне мы вяжем, да, ввязывая хвостик. И то же самое по этой стороне. Только уже по этой стороне я вязала просто под косички. Потому что, ну, там глубоко крючок. Ну, то есть здесь, когда мы на вторую сторону переходим, мы здесь просто под косичку обвязываем. Сейчас я вам покажу. Идем по этой стороне, переходим на другую. Итак, смотрите, по длинной стороне провязали 15 столбиков без накида, так как у нас, ну, при вязании мы набирали 15 столбиков, нечетное количество, мы здесь и провязали 15 их. Опять же, когда поворачиваем, мы не провязываем никакие петельки, никакие столбики, да, а здесь по прямой мы вот таким вот образом. Здесь мы уже под косичку провязываем. Вот. Смотрите, как обвязка с одной и с другой стороны. Она тоже очень красиво выглядит. Просто стороны немножко разные. То есть там, где у нас длинная петля, опять же мы провязываем 2 столбика без накида. Все, идем, вяжем, полностью обвязываем эту деталь. Далее я вам расскажу, что надо будет делать. Итак, когда мы сделали обвязку, смотрите, вот подходим к последней нашей петле. Свою рафию я уже обрезала, предпоследнюю провязали, ниточку вытягиваем и просто делаем красивую последнюю петлю. С изнанки заходим под вот эту петельку, вот она у нас первая, когда мы начинали вязать на боковинке, и заводим нашу рафию на изнанку. С изнанки заходим под перемычку и полупетлю и вытягиваем обратно нашу рафию. Все. Смотрите, теперь, ну, вот так скрутилась деталь. Теперь проходимся паром. Это у нас одна деталь, да, где у нас 1, 2, 3, 4, 5, 5 полных вытянутых столбиков и обвязка. Когда с обвязкой у нас получается 8,5, так, когда с обвязкой у нас получается 8,5 сантиметров,
длина и ширина 11 сантиметров. И вяжем еще одну длинную деталь. Вот такую длинную детальку, да, то есть сумочка будет вот таким вот образом состоять. Вот это клапан. Вот, и пришивная кнопочка. Нам останется связать боковинку, нижнюю часть, еще одну боковинку одним полотном. Вот эта деталь у нас, она получается 11 сантиметров, и длина у нее, ну, скажем так, 16,5 сантиметров. Здесь мы вязали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 длинных столбиков. Вот эта маленькая деталь у нас вот такого размера. 5 длинных столбиков, длинная 10 длинных столбиков. Обвязку делала точно так же. То есть вяжем 2 такие детали и проходимся паром. Далее вяжем боковинку, нижнюю часть, боковинку. Все одним полотном, одной полосочкой. Итак, теперь для боковинки и донышка одновременно мы набираем 3 воздушные петли плюс петля подъема. Если же вы хотите, чтобы ваше донышко, то есть, ну, если вы вяжете там другого размера сумочку, понятно, чем шире донышко, ну, понятно, тем глубже, пошире сумочка. Мы же сделаем не очень, так как сумочка у нас маленькая, поэтому боковинка у нас будет небольшая. 3 воздушные петли плюс петля подъема, и делаем то же самое, как я вам показывала. Причем вяжем точно так же, потому что дополнительно вот провязываем последние вот эти столбики без накида, потому что мы также будем делать обвязку этой длинной полосочки. Так, столбики без накида, разворачиваем вязание. Вначале мы провязывали и в первую полупетлю, 1, 2, 3. И провязываем сбоку первый столбик. Разворачиваем вязание. Первая у нас идет длинная петля вытянутая. Здесь легко вязать нам. Так, длинная. Вторая у нас идет короткая. Снова длинная. Вначале не очень удобно. Вот, вытягиваем нашу длинную. И сбоку провязываем столбик без накида. Потому что обвязка у нас в любом случае будет. Далее изнаночные ряды, начиная со второй полупетли, мы провязываем соединительными столбиками. И в конце провязываем вот так вот, петельки отодвигаем и провязываем столбик без накида. Вновь переходим на лицевой ряд. И здесь у нас уже ряд начинается с короткой петли, с короткого столбика. Так вот, чтобы он был вот так. Короткий столбик, длинный столбик и короткий столбик и так далее. Сколько в длину вяжем? Да. Так, в длину мы будем считать опять длинные короткие петли. У нас в длину получится 18 длинных петелек плюс 1 короткая петля. То есть это если мы просто посчитали свои петельки для сшивания, вы можете пересчитать, да, петельки, где мы будем сшивать эту сумочку, и учитывая, что на одну петельку приходится 2 столбика без накида на одну длинную, то есть вы тоже можете просчитать, сколько у вас. То есть вот у вас обвязка, считаете вот эти петельки, косички, и потом вы будете обвязывать тоже вот эту нашу длинную полосочку, и на одну длинную петлю у нас приходится 2 столбика без накида для обвязки. Поэтому, понятно, мы будем вот так вот соединять, поэтому считайте. У меня это будет 18 длинных плюс 1 короткая петля. Я свяжу, померяю длину сантиметром. Итак, готова третья деталь. Смотрите, я ее вязала
считала вот эти длинные столбики 18,5. Так как на один столбик приходится провязанных для провязанной окантовки 2 столбика без накида, то есть мне надо было провязать, я на своей вот этой маленькой детали просчитала вот эти вот боковинки, нижнюю часть и вторую боковинку, 37 столбиков. У меня так, у вас может быть по-другому, но просто руководствуясь тем, что один столбик это 2 столбика при обвязке, да, мне понадобилось 18 длинных и 1 короткий. Итого вот по одной стороне у меня 37 петелек для обвязки. И еще та рафия, которая осталась, мне хватило бы только для обвязки при помощи иголочки. Поэтому на такую сумочку, да, если вы будете обвязывать иголочкой, то 90 метров хватит. А если вы хотите, как и я сейчас вам покажу, крючком обвязать, то необходимо точек 100 метров. Но так как у меня ремешок черный, то у меня есть дома остатки вот такой черной рафии, поэтому я буду обвязывать, обвязку делать черной рафией. Берем короткую деталь и вот эту нашу длинную деталь. Маркеры поставила, причем не боковинка, а вот эта часть уже идет верхний бортик, потому что обвязку буду начинать именно отсюда. То же самое здесь. Вот у меня 3 верхние петли, и у меня маркер стоит первой петельки именно верхней. Вот отсюда начинаются боковинки. Так, смотрите, как буду обвязывать. Захожу именно со стороны своей вот этой длинной планочки. Так, и соединительными петельками буду это делать. То есть у меня вот таким вот образом. У меня на вот этой узкой боковой части просто будет такая косичка черным цветом. А на лицевой части сейчас покажу. Вот таким вот образом. Смотрите, а на лицевой части вот такие вот петельки аккуратные, да. Вот этот хвостик мы с вами выведем наизнанку. Он легко выводится. Сейчас мы его... Ну, он убирается на изнаночную сторону. Вот таким образом мы с вами вот так вот все обвязываем. Да, таким же образом отмеряем 37 столбиков и также обвязываем. Но если вы делали косичку на вот этой планочке, то значит, когда вы присоединяете вот эту деталь, рекомендую опять же начинать обвязку именно с планки, чтобы именно на боковинке ложилась косичка, а на лицевой части вот такие стежки. Так, я уже тогда вам покажу. Все легко, по 2 косички, все. Если у вас моточек рафии в 100 метров, то вам для такой обвязки хватит. Если 90, как у меня, то хватит для соединения только при помощи иголочки. Но мне захотелось вот такую черную окантовку. Вот смотрите, как они соединяются, 2 детальки. Так, все, я пришью вторую деталь, магнитную кнопочку. Еще у меня есть вот такие собственные бирочки. И уже покажу вам готовую сумку. Вот, смотрите, моя мини-сумочка готова. Я пришила кнопочку, присоединила ремешок. Кольца я сюда не присоединяла. Просто вот за эти карабинчики, они такие маленькие, просто за вот эту вот обвязку. Вот так вот присоединила. Смотрите, пришивная кнопочка. По желанию можно будет вот сюда пришить бирочку. Тоже будет очень даже красиво. Сумочка для всего самого необходимого. То есть сюда можно положить вашу помаду, ключи от машины, денежку. Даже пудреница моя сюда влазит. Ну да, влазит. Вот. Все получается такая миленькая, маленькая сумочка. Так, смотрите размеры, что у нас получается.
ширину 11 сантиметров, высота, ну, 10,5. И глубина мы набирали 3 петли, ой, да, мы вязали из 3 петелек, ну, глубина 4 сантиметра. По желанию можете сделать пошире. Итак, по такому же принципу вы можете связать сумочку кроссбоди любого размера. Я вам рассказала, сколько надо набирать таких петелек, как вязать боковинку, все рассказала, как соединить детали. Мне очень нравится результат, а если вам нравится и был полезен видеоурок, с вас, пожалуйста, лайки. Всем пока-пока.